Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Этот эфир о судебном заседании сегодняшнем 18 сентября 2025 года в деле об убийстве Ирины Фарион. Заседание было коротким, я получил несколько видеоматериалов по этому заседанию. Что там происходило, может быть, вы уже видели. Там принималось решение о новой мере пресечения Вячеславу Зинченко, об ее продлении еще на следующие 60 суток. Естественно, что меру пресечения продлили. Зинченко присутствовал в судебном заседании виртуально, то есть через онлайн трансляцию. Также и в онлайн-трансляции участвовал и адвокат Зинченко Вороняк. Других адвокатов не было. Чем отличалось это судебное заседание? Также не было и Натальи Романек, это адвокат, потерпевший Софии Особы, и был новый прокурор. То есть Дмитрия Петлеванова не было. Наверное, это уже будет постоянная замена, потому что, наверное, Дмитрий Петлеванный очень сильно занят другими делами, в том числе и, наверное, убийством Порубия. Там, вы, если следите за этим делом, то Сельников, который дал показания о том, что он признается в том, что он убил Порубия, оказывается, не может четко указать следствию, где же он спрятал орудие убийства, то есть пистолет. То в одном месте покажет, то в другом. Такое впечатление, что он просто соврал следствию о том, что, вернее, даже мы не знаем, соврал ли он следствию, потому что документов мы не видим. А то, что он говорил там через щелку в своем аквариуме какому-то журналисту, это никакого процессуального значения не имеет, то, что он там говорил. Что дальше в этом судебном заседании было примечательным? София Особа поставила портрет своей матери уже не в сторону Зинченко, не в сторону группы поддержки Зинченко, а в сторону судьи. Интересно, как оно все это происходит, какая мистическая связь этого портрета с тем, что там происходит в судебном заседании. Во всяком случае, после окончания этого заседания София Особа рассказала, что ей очень сильно угрожает, что она очень сильно переживает за свою жизнь, за жизнь всех сведомых украинцев, которых могут поголовно истребить такие подсудимые, как Зинченко. Поэтому она говорит, что они, этим террористам не подарят ничего, как и завещала Ирина Фарион. Что у них, какими способами они будут действовать, как они, то ли в суд они будут подавать на угрозы и на проклятие, то ли еще каким-то другим способом. Во всяком случае, охраны в момент дачи Софии Особо интервью на улице Львова я не заметил, поэтому так особо не видно, что она переживает за свою жизнь. А что касается результата судебного заседания, то мера пресечения продлена еще на 60 суток, и на этом заседание и закончилось. Нужно еще сказать, что то, что происходило там, это
онлайн-трансляция, она вообще-то с таким вот эхом ужасным, то есть там техническая проблема. Не знаю, слышат ли судьи то, что говорит Зинченко онлайн, то, что говорит Вороняк. Я вот, например, ничего не услышал из того, что говорил Вороняк. Ну вот можете убедиться. Я сейчас включу звук записи. Послушайте, пожалуйста. Вот так она звучит. Эхо разобрать совершенно невозможно ничего. Не знаю, разбирают ли что-нибудь судьи. Ну, вот. Дальше даже я не буду включать. Сами слышите, что какое-то бессвязное такое бормотание с эхом, разобрать смысл которого совершенно нельзя. Не знаю, разобрали ли что-то судьи, но во всяком случае решение они вынесли на том основании, что Зинченко все же представляет угрозу для результата судебного рассмотрения. Он может найти свою одежду, в которой, как предполагает следствие, он находился в течение 10 дней во дворе Ирины Фарион, и сжечь ее, поэтому для того, чтобы он не нашел эту одежду и не сжег ее, значит, его держат в 4 стенах. Там еще с ним работают какие-то, значит, провокаторы, непонятно кто, которые пытаются его спровоцировать и принудить сделать самооговор, о чем тоже я в предыдущих своих видео говорил. Ну, в общем, беспредел еще тот, как говорится. То, что мы видим, судебное заседание, ну, результат предсказуемый, поэтому будем ждать следующего. Я там четко не услышал, наверное, 26 или сентября будет следующее заседание. Кто еще там будет в составе суда, может быть, будет изменение, или в составе стороны обвинения. Может быть, появятся адвокаты, может быть, Зинченко явится именно физически в зал суда, или может, да, будет продолжать такой же цирк с техническими проблемами, чтобы никто ничего не понял, да, в том числе и судьи ничего не поняли из того, что говорит сторона защиты и то, что говорит Зинченко. Единственное, кого это устраивает, это, значит, работающую у Садового, у мэра Львова, Садового Софию Особу. Ну, как мы знаем, у Фарион был конфликт с Садовым, и во время этого конфликта дочь Фарион работала у Садового, и сейчас она продолжает это делать. Даже ее повысили после того, как Фарион убили. Фарион обличала Садового в коррупции, значит, в махинациях с землей, в махинациях там с мусором, оскорбляла всячески Садового. Поэтому вот лично я не понимаю, как может дочь убитой Фарион продолжать работать у Садового, с которым у ее матери был конфликт. Я так предполагаю, что у Садового были какие-то мотивы неприязни по отношению к Фарион, и вот то, что сейчас и Садовой, и Особа находятся в одной команде, ну, это позволяет сделать такие предположения, что вот то, в чем Фарион обвиняла Садового, в той коррупции, да, она прекрасно поддерживается стороной потерпевшей, то есть Софией Особой.
она нормально воспринимает вот то, в чем обвиняла Фарион Садового, и никак не поддерживает вот то обличение, которое в свое время озвучивала Ирина Фарион, создавая неприязненные отношения у Садового по отношению к ней. Ну, то же самое происходило и с Боболом, ректором Львовской политехники, и с бойцами 3-й штурмовой бригады. В общем-то, у Фарион хватало таких вот конфликтных ситуаций. И вот в результате всего этого разбирательства создается впечатление, что следствие и обвинения не ищут действительных убийц Ирины Фарион, не раскрывают мотивы тех групп людей, у которых были конфликты с Фарион, в частности, окружение Садового, окружение Бобола, там, Жорина из 3-й штурмовой бригады, а пытаются повесить все это на Зинченко, причем ясно, что вот доказательства, вся экспертизы, в том числе, они имеют признаки фальсификаций. Обратит ли суд на это внимание? Трудно сказать. Наверное, суд тоже под давлением, и вполне вероятно, что на самом высшем уровне дано указание закрыть дело с вынесением обвинительного приговора Зинченко. То есть получается, что вот вся эта ситуация, она выглядит таким образом, что вот органы власти, местной власти, местного самоуправления в лице Садового, органы, значит, высших органов власти, там президент, Верховная Рада, потом, значит, органы прокуратуры, СБУ, они все как бы работают на одну и ту же, на один и тот же сценарий, то есть повесить вот эту вот вину за убийство Фарион не на тех, которые имели конфликты, реальные конфликты, серьезные конфликты с Ириной Фарион, то есть органы местного самоуправления, у представителей системы образования, где работала и с кем судилась Ирина Фарион, представители вооруженных сил Украины, которых Фарион оскорбляла реально, а повесить дело на непонятно на каком основании, на какого-то парня Зинченко, чтобы он, значит, понес вот это вот наказание, которое, на мой взгляд, оно не имеет вот тех оснований, вот этот обвинительный приговор, которого требует София особо, то есть пожизненное заключение, нету тех без тех доказательств, которые не могут быть поставлены под сомнение, которое должно в таком случае трактоваться в пользу обвиняемого. Что там будет дальше, мы будем смотреть, поэтому следите за моими эфирами. Надеюсь, что следующее заседание будет без таких технических проблем, которые были на этом судебном заседании. Всего доброго вам, друзья. Не думаю, что получится у органов власти сделать из группы поддержки Зинченко, из людей, которые следят за этим делом и хотят справедливого решения. Не получится сделать из этих людей лохов, хотя действительно все вы знаете эту
поговорку в бандитской среде, что лох не мамонт, не вымрет. Поэтому не думаю, что получится вот такой сценарий, чтобы повесить дело на невиновного человека. Спасибо за внимание. До новых